Здравствуйте, друзья! Странные двери в ленинградском метро. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. Приезжий, попав первый раз в ленинградское метро на станцию закрытого типа, обычно удивляется, что это тут у вас за лифты и где, собственно, поезда останавливаются. Там и останавливаются за закрытыми дверями. Такое строили только в 60-е и 70-е годы прошлого века и немного сейчас. В Ленинграде 12 станций закрытого типа. 10 были открыты в советское время и еще 2 накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сравнение с лифтами не лишено здравого смысла. Другое название таких станций – горизонтальный лифт. Станция закрытого типа сильно дешевле при проектировании и строительстве. Поезд не выезжает на станцию как таковую, он остается за стенкой, внутри трубы. В советском Ленинграде на какое-то время решили строить так, потому что это, во-первых, дешевле, а во-вторых, безопаснее. Двойные двери защищают пассажиров от возможного падения под поезд. Ну и потом это технологично. Станция нового типа максимально использовала достижения советской автоматики. В чем экономия при строительстве? Во-первых, перегонные тоннели станции прокладывают транзитом, без разворота и перемонтажа проходческого щита. Во-вторых, отсутствует необходимость отделки станционных тоннелей. Как работает станция? Поезд, как вы уже поняли, остается в тоннеле. Он должен остановиться на станции строго в обозначенном месте, чтобы двери вагонов совпали со станционными дверьми. Далее двери синхронно открываются. При отправлении поезда со станции сперва закрываются двери вагона, затем станционные. Совмещение дверей поезда и станции производится машинистом по освещенному знаку «Остановка первого вагона». Специальное устройство синхронизирует время, очередность и скорость открытия и закрытия дверей вагонов и станции. Открытие дверей может производиться как автоматически, так и с пульта управления для машиниста. Первая станция с двойными дверьми была открыта в 1961 году. Это был Парк Победы в Ленинграде. Кстати, такой тип станций прижился только в городе на Неве. За 11 лет было открыто 10 таких станций. 4 на второй линии и еще 6 на третьей. Позже метростроевцы научились строить односводчатые станции, которые были еще дешевле. Лирическое отступление. Существуют разновидности конструкций станций метрополитена. Односводчатые станции – одна из разновидностей. Такие станции были тоже придуманы в Ленинграде. Представляют собой однообъемный зал, в котором располагается островная платформа, пути и подплатформенные помещения. На таких станциях отсутствуют колонны, метростроители делят их на станции мелкого и глубокого заложения. В Петербурге много односводчатых станций глубокого заложения. В Москве только одна – Тимирязевская. Но вернемся к станциям закрытого типа. Довольно быстро стало понятно, что построить-то такую станцию может и дешевле, но механизмы двойных дверей довольно дороги в обслуживании. В общем, в России до последнего времени так и оставалось 10 станций, построенных в Ленинграде с 1961 по 1972 годы. Но неожиданно в 2018 году оказалось, что открытые в Петербурге к чемпионату мира по футболу станции Беговая и Новокрестовская тоже с двойными дверьми. Хотя их уже нельзя назвать станциями закрытого типа. По большому счету, это обычные колонные многопролетные станции, но между поездом и платформой есть стеклянная стенка со стеклянными же дверьми. Зачем их построили такими, спросите вы? Ведь экономии-то никакой. Во-первых, на третьей линии, где расположены Беговая и Новокрестовская, большинство станций с двойными дверьми. Решили поддержать единообразие. Во-вторых, безопасность. Станция Новокрестовская находится у стадиона. И там бывают толпы. Вот такая интересная информация. Пишите в комментариях, нравятся ли вам такие станции метро.
Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.